Добро пожаловать на канал Рецепты из тетради. Сегодня я предлагаю приготовить невероятно простой, ароматный и нежный шведский ночной хлеб. Это самый простой и легкий рецепт хлеба из всех, которые я знаю. Полный перечень ингредиентов, а также краткую инструкцию по приготовлению вы, как всегда, найдете в описании под видео. Для начала подготовим форму, которую нужно либо выстелить пергаментной бумагой, либо просто смазать маслом. Теперь займемся тестом. Для этого нам понадобится 300 граммов муки. Я муку предварительно просеяла. В муке добавляем 1 чайную ложку сухих дрожжей, 1 чайную ложку сахара и 1 чайную ложку соли. Перемешиваем сухие ингредиенты, чтобы дрожжи равномерно распределились по муке. Теперь нам понадобится 300 мл теплой воды, не горячей, просто чуть-чуть выше комнатной температуры. Вливаем воду в миску с сухими ингредиентами и с помощью венчика или лопатки быстро замешиваем тесто. Долго вымешивать его не нужно. Достаточно добиться, чтобы все сухие ингредиенты намокли, а само тесто стало однородным. По желанию в тесто можно добавить по 50 граммов семян льна или подсолнечника. Они придадут хлебу ореховый аромат и сделают структуру более интересной. Тесто получается достаточно жидким, почти как густая сметана. Не пугайтесь, так и должно быть. Именно за счет этой консистенции хлеб потом и получится влажным и пористым внутри. Перекладываем тесто в подготовленную ранее форму. Затягиваем форму с тестом пищевой пленкой и убираем ее в холодильник на всю ночь или как минимум на 8 часов. Но лучше все-таки выдержать его в холодильнике около 12 часов. Брожение теста в холодильнике – это как раз то, что делает этот рецепт таким удобным. Вы просто замешиваете тесто вечером, а дальше оно готовится практически без вашего участия. Утром достаем форму из холодильника. Тесто уже заметно поднялось, и даже невооруженным глазом видно, что оно стало воздушным. В принципе, его сразу же можно отправить в духовку, но я настойчиво рекомендую оставить его при комнатной температуре еще на 2–2,5 часа, чтобы оно согрелось и проснулось перед выпечкой. Как вы видите, за то время, пока тесто просыпалось, оно еще увеличилось в размерах и стало еще более воздушным и живым. Можно даже увидеть, как оно дышит. Теперь разогреваем духовку до 200 градусов, ставим в нее форму с тестом и выпекаем хлеб при температуре 200 градусов на протяжении 30–35 минут. Если у вас духовка не выдает такой температуры, то выпекать хлеб можно и при более низкой, но тогда ориентируйтесь на цвет хлеба. Он должен получиться вот таким румяным и с хрустящей корочкой. Когда хлеб готов, достаем его из формы и оставляем остывать на решетке или просто на столе. Не спешите разрезать, дайте хлебу хотя бы немного остыть, чтобы мякиш стал устойчивым и не тянулся за ножом. У меня хлеб уже остыл, поэтому можно его разрезать и посмотреть, какой он внутри. Ну, вы все видите. Хлеб получился просто волшебным, пористым, мягким, слегка влажноватым и очень ароматным. Он пружинистый и быстро принимает первоначальную форму, если его сжать. В общем, он идеальный. А если вы добавите семена льна или подсолнечника, то ваш хлеб будет иметь еще и приятный ореховый оттенок. Такой хлеб прекрасно подойдет для завтрака с маслом, джемом, сыром или просто с чашечкой ароматного кофе. И главное, при минимуме усилий ингредиентов вы получаете максимум результата. Попробуйте, и я уверена, шведский ночной хлеб станет частым гостем на вашем столе. Не забывайте ставить лайки, если вам понравился этот рецепт. И, конечно же, подписывайтесь. У меня в тетрадке еще много вкусных и интересных рецептов, которыми я с радостью поделюсь. Мира всем нам, здоровья и безопасного неба над головой. Берегите себя и своих близких. Приятного аппетита и до новых встреч!